Летняя пора для строителей – это время особое, самое что ни на есть горячее, трудовое, когда на стройплощадках практически не бывает выходных, а рабочий день зачастую начинается с рассветом и продолжается до заката. Впрочем, и среди этих напряженных будней бывают совсем иные моменты. Один из таких особенных моментов случился на недавнем заседании коллегии Тверского объединения строителей. Здесь, в преддверии профессионального праздника, который будет отмечаться 9 августа, подводили итоги конкурсов профессионального мастерства и состоялось присвоение звания «Лучший строитель 2026 года» среди организаций, входящих в Тверское объединение строителей, а фактически «Лучший строитель области». Правда, сначала было присвоено звание «Лучший по профессии». За высокий профессионализм, активное участие в региональном конкурсе и первое место в номинации «Каменщик» его удостоился Сергей Большаков, рабочий Тверской компании «Строймакс». А вот уже после этого лучшим строителем текущего года был объявлен Алексей Ермаков, сварщик акционерного общества «Тверьгазстрой». Алексей не только одержал победу в региональном конкурсе, но и занял второе место в состязаниях, которые проводились в Центральном федеральном округе, за что ему вручили и почетный знак «Лучший строитель года», и подарок 100 тысяч рублей. Почти в то же самое время, когда коллегия Тверского объединения строителей объявляла лучшего строителя года, в актовом зале Тверского государственного технического университета проходила торжественная церемония вручения дипломов выпускникам инженерно-строительного факультета. По этому случаю актовый зал переполнили родители, другие родственники и друзья новоявленных инженеров-строителей и, конечно, сами виновники праздника, которые в большинстве своем выглядели как женихи с невестами. Впрочем, если говорить по большому счету, то для ребят это была не менее значимая церемония, потому что выходившие к сцене празднично одетые юноши и девушки получали документ, который свидетельствовал об их вступлении в новую жизнь, о выборе своей судьбы, наконец, о праве называться строителем. А это одна из самых необходимых и самых почетных профессий в истории человечества. Вот что рассказал нам перед началом вручения дипломов временно исполняющий обязанности ректора технического университета Алексей Артемьев. Мы выпускаем порядка 150 человек магистров и бакалавров очной формы обучения, а также около 100 человек очно-заочной и заочной форм обучения. Выпуск очень хороший. Радует то, что наши выпускники уже работают по специальности, у всех есть места трудоустройства. Мне хотелось поблагодарить Министерство строительства нашего региона, Тверское объединение строителей за хорошее отношение к нашему университету, к нашему факультету, за постоянную помощь. Многие специалисты строительных организаций являются нашими преподавателями, многие руководители являются членами государственной итоговой аттестационной комиссии или председателями таких комиссий, что дает непревзятую оценку качества нашей подготовки. Но и хотелось бы сказать, что практически каждый третий выпускник сегодня получит диплом с отличием, что также говорит о том, что наши ребята успешно освоили обучение, успешно изучили дисциплины, прекрасно прошли практики и готовы влиться в трудовые коллективы нашего региона. Как известно, в последние годы в нашей области уделяется совершенно особое внимание модернизации образовательных заведений, детских садов, школ, колледжей. Выполняют эти работы преимущественно организации, входящие в Тверское объединение строителей. Их коллективы подходят к этим проектам, как правило, с особой ответственностью, работают зачастую без авансирования, укладываясь в чрезвычайно сжатые сроки. В настоящее время члены этой ассоциации капитально ремонтируют 24 школы, 9 детских садов и 6 колледжей. Эти объекты расположены в Бежецком, Балаговском, Весьегонском, Вышневолодском, Калининском, Кимрском, Кисовогорском, Рихославльском, Максатихинском, Старицком и Торжокском муниципальных округах, а также в городах Вышний Волочек, Ржев, Торжок и Тверь. Общая стоимость работ превышает 2 миллиарда 995 миллионов рублей. Расходуются такие средства совсем не напрасно. Съемочная группа нашей программы не раз убеждалась в том, что и детские сады, и колледжи, и школы в результате современных ремонтных работ не просто преображаются, а действительно становятся как новые.
Примером тому может служить и расположенная в поселке Мирмирины средняя общеобразовательная школа имени маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева. За 30 с лишним лет своего существования это учебное заведение не видело никакого ремонта и порядком, если так можно выразиться, поизносилось. Но вот в конце минувшего года контракт на его капитальный ремонт заключила тверская компания «Центрстрой». Она давно уже славится высоким качеством выполнения аналогичных проектов во многих округах нашей области. Контракт был заключен, и работа началась. В ноябре 2025 года наша организация выиграла конкурс на проведение капитального ремонта в школе в Мирмиринах. После выезда наших специалистов на объект увидели, что школа в достаточно плачевном состоянии была. Контрактом подразумевалось произвести проектно-изыскательские мероприятия и, собственно, откапиталить всю школу. Производство работ были и на проектирование, грубо говоря, декабрь предыдущего года и до конца июля 2026 года. Мы задействовали очень много людей, специалистов, поэтому школа сдастся в срок. Работы, которые мы предусмотрели проектом, это устройство вентилируемого фасада из керамогранита, устройство отмостки, замена всех оконных блоков, устройство всех инженерных коммуникаций, а именно канализация, водоотведение, водоснабжение, полностью вся система отопления с теплоузлом, система водоочистки воды, так как вода в районе плохого качества, пришлось устанавливать систему водоочистки. Также система вентиляции, слаботочные все системы, СОУ, АПС, видеонаблюдение, система СКУД, электрика и, собственно, сама отделка. Школа получается очень современная. Хотелось бы отдельно поблагодарить руководство Калининского района, директора школы. Всегда во всех моментах они участвуют. Все проблемы стараемся решать вместе, оперативно. Деньги выделялись из федерального бюджета, из областного и из местного бюджета, Калининский район. Что бы еще хотелось сказать, наверное, поблагодарить бы руководство области, потому что это не первый наш объект, много по районам области мы делали уже подобных объектов и видим, сколько денег вкладывается в образование, в частности в садики и в школы. Государство ведет правильную, на мой взгляд, политику подготовки всех учебных заведений к учебным процессам и качество, которое получается после выполнения всех работ, после всех капремонтов. На самом деле детям очень повезло, что они могут пользоваться плодами нашей работы. Директора школы Михаила Едыгина наша съемочная группа застала также в школе, среди строителей. И хотя главной его заботой был уже не сам ремонт, а размещение полученной новой мебели, мы предложили Михаилу Михайловичу поделиться его мнением о работе строителей и ремонте как таковом. Вот активная фаза ремонтных работ у нас началась именно после Нового года, более активно с оттепелью. Довольно-таки слаженная команда, интересный подход, учитывают все наши мнения, пожелания. Вот на ходу решаем какие-то текущие вопросы, если возникают. Очень интересно, великолепное состояние школы и по оснащенности то же самое будет. Вот сейчас на данный момент мы занимаемся мебелью, хоть и стройка идет, но получили мебель, тут ничего не ждет друг друга, и мы активно собираем, все новое, современное будет, не хуже, чем достойно в больших городах школы. Школьники, мы пока они у нас отдыхают, пусть набираются сил, активно будут привлекать, и они уж сами просятся в августе месяце, когда непосредственно будет расстановка по учебным кабинетам мебели и непосредственно всего, то есть наводить порядок, косметический, территорию тоже также приводить в надлежащий вид. Поэтому 1 сентября распахнем двери. Управление Росреестра по Тверской области сотрудничает с Тверским объединением строителей буквально со времени государственной регистрации этой ассоциации. Больше того, созданный при управлении общественный совет возглавляют 2 члена Тверского объединения строителей. Председатель совета, временно исполняющий обязанности ректора Тверского политеха Алексей Артемьев, а его заместитель в совете Виктор Грибалев, президент объединения строителей. Поэтому неудивительно, что взаимодействие Росреестра с объединением строителей приобрело по-настоящему широкий и взаимовыгодный характер.
Широкий настолько, что, к примеру, недавно Виктор Грибалев принимал участие в так называемой стратегической сессии Росреестра, направленной на совершенствование работы этой службы. А буквально несколько дней назад Николай Фролов и Виктор Грибалев совместно участвовали в прямом эфире одной из местных FM-радиостанций. И на июльской коллегии Тверского объединения строителей руководитель регионального Росреестра не был просто гостем. Николай Николаевич познакомил членов коллегии, а это в основном крупнейшие застройщики области, с актуальной для них информацией и ответил на вопросы. Ну а затем и съемочной группе нашей программы подробно пояснил самые недавние инновации в работе своей службы. Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии, соответственно, управление Росреестра по Тверской области, всегда находится в начале и в конце жизненного цикла как стройки, так и любого работы, связанной с землей. Мы ставим на кадастровый учет земельный участок, при нас происходит выдача разрешения на строительство и, конечно, ввод в эксплуатацию любого объекта, в том числе многоквартирного жилого дома. Раньше кадастровый учет занимал 45 рабочих дней, регистрация прав такой же срок. Сейчас мы одновременно и кадастровый учет, и регистрацию прав проводим за 1 рабочий день. При этом количество приостановок у нас минимальное, стремится к нулю. Это на сегодняшний момент менее 0,4% всех приостановок по кадастровому учету регистрации. А что это значит? Это значит, что люди максимально быстро и в подавляющем большинстве случаев получают свои зарегистрированные права уже на следующий день, а соответственно наши уважаемые застройщики, строители получают деньги за выполненные работы, введенную в эксплуатацию свой дом, тоже быстро на следующий рабочий день. Это движение денег, это поддержка и нашего бизнеса, это возможность нашим застройщикам быстрее вкладываться в строительство новых объектов. Тверские строители нам не доставляют хлопот, потому что, вот я сказал, во-первых, у нас подача документов в электронном виде, а если нам подают документы в электронном виде, срок рассмотрения 1 рабочий день. И положительное решение 99,6% случаев, положительное решение по всем документам, подаваемым нашими уважаемыми строителями. Поэтому плотное взаимодействие, понимание работы. Если кто-то чего-то не понимает, сменяются кадры, естественно, это тоже происходит. Мы совершенно быстро, оперативно на это реагируем, помогаем обучить специалистов, сотрудников всех юридических лиц, как нам правильно подавать документы, какой пакет документов, для того, чтобы снизить количество приостановок и ускорить осуществление регистрационных действий.